выпуск еженедельных новостей «Другого глобуса нет». Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать наши саркастические сообщения о новой жизни канадцев. Вместе веселее. В сегодняшнем выпуске будет о повышении налогов, о проблемах с кредитами и о флирте агентов под прикрытием с борцами за свободу. Итак, на этой неделе главным событием стал отъезд нашего премьер-министра на саммит G7. Трюдо там выступил с лекциями о мигрантах. Тут он, безусловно, специалист. Пообещал 5 миллиардов Украине, но в долг. Встретился с папой римским, который призвал следить за искусственным интеллектом, чтобы решения о применении оружия принимались только людьми. И так как люди уже приняли ряд решений о применении оружия, лидеры мировых супердержав вынуждены были обсудить военные конфликты в Украине и Израиле и пообещали дать Украине еще 50 миллиардов из процентов на замороженные российские активы. Но опять в долг. Из хорошего. Премьер-министр Индии Моди пожал руку нашему Трюдо и опубликовал фотографию с ним. Пресса тут же сообщила о потеплениях в отношениях стран. После визита канадского премьер-министра в Индию в прошлом году для развития торговых отношений Канады в Индо-Тихоокеанском регионе, Индия прекратила все торговые отношения с Канадой. На прошлой неделе Трюдо заявил, что Индия – вторая главная опасность для Канады после Китая из-за их вмешательства во внутренние дела страны. Так что да, можно радоваться, что хоть руку пожал. До возобновления торговых отношений теперь далеко. На встречу G7 по экономической безопасности Трюдо не позвали. Видимо, сказать ему там нечего. После того, как он довел одну из самых стабильных стран мира до упадка, Канаду приводят в качестве примера того, как можно развалить успешную экономику всего за несколько лет. Мы писали об этом на нашем телеграм-канале Canada News. Ссылка в описании. А тем временем долги страны и расходы на новые социальные программы растут, и правительству приходится искать новые источники дохода. Министр финансов Христия Фриланд на этой неделе легко провела в обход бюджета новые правила налогообложения на прирост капитала. Торопилась до закрытия парламентской сессии. Все голосовали «за», кроме консерваторов. Они опомнились накануне и стали громко возмущаться, хотя до этого предложение о повышении налога они не комментировали. Фриланд в парламенте почувствовал себя новым Робин Гудом и обвинила консерваторов в защите интересов богатых, а не плотников и учителей. Консерваторы справедливо отметили, что от нового закона пострадают фермеры, которые нас кормят, врачи, которые от нас уедут, инвесторы, которые найдут другие страны для инвестиций, и малый и средний бизнес, и тогда Канада потеряет рабочие места. Международный валютный фонд похвалил Фриланд и Трюдо за отличную инициативу с налогами, сказал, что экономика, безусловно, пострадает, но не сильно, и потребовал увеличить налоги для всех, в том числе уже и для плотников и учителей. Международный валютный фонд предложил поднять в Канаде налоги на товары и услуги GST/HST. Правительство Канады обязано сделать больше, чтобы увеличить доход в казну, и должно ужесточить налоговую политику, сказал фонд. А если Международный валютный фонд что-то требует, можно быть уверенным, что это будет сделано. Тем временем канадцев уже назвали нацией квартиросъемщиков. Монреаль лидирует в списке. 63% населения живут в съемном жилье. За время правления Трюдо количество людей, которые снимают жилье, росло в 2 раза быстрее, чем тех, кто купил свой дом. Более 40% построенного за это время нового жилья сдается в аренду. Ванкувер и Торонто на этой неделе оказались в списке 10 самых недоступных по ценам на жилье городам. Ванкувер занял почетное 3-е место в мире, а Торонто – последнее 10-е. Покупка первого жилья в стране упала на 10% по сравнению с прошлым годом. 37% канадцев были вынуждены увеличить срок амортизации по ипотекам. В Онтарио сумма неоплаченных ипотек достигла рекордного 1 миллиарда. Британская Колумбия приближается. В Альберте, Саскатчеване и Манитобе показатель по неоплаченным кредитам достиг самого высокого результата за историю наблюдений, сообщает Экифакс. 1,26 миллионов канадцев пропустили, по крайней мере, один платеж по кредитам в первом квартале 2024 года. Это самый высокий показатель с 2020 года. Об образовании.
В Монреале пропалестинские активисты, которые с апреля оккупировали парк в кампусе университета МcGill, решили присоединиться к образовательной миссии. В понедельник они открывают, цитата, «революционный образовательный лагерь для молодежи, где будут обучать истории палестинского сопротивления, учить арабский язык, заниматься физической подготовкой, вести политические дискуссии и изучать революционные уроки». Мы обязуемся обучить молодежь Монреаля и переосмыслить элитное наследие МcGill'а, превратив его в пространство революционного образования, написано в соцсетях организаторов. Пост сопровождается изображением молодых людей в кефиях и с автоматами в руках. И последнее. На этой неделе прошел суд над участниками конвоя свободы, которые блокировали мост на канадско-американской границе в январе 2022 года в Альберте. Мы все помним, что протестующие требовали отмену ковидных мандатов и обязательной вакцинации. 2 из них было предъявлено обвинение в заговоре с целью предполагаемого убийства полицейских. Их арест стал возможным благодаря тому, что в группу манифестантов были внедрены 2 женщины-полицейские, которые собирали сведения, чтобы разоблачить планы заговорщиков. Женщины проводили вечера с участниками блокады в баре, слушали разговоры и делали выводы. Участники проявили сильную неприязнь к полицейским и утверждали, что у них есть оружие, и они будут защищаться, если полиция начнет разгон. Они также посмели сказать, что полиция была просто пешкой в руках этого чертового Трюдо. Женщины под прикрытием сообщили, что по контакту глаз мужчин смогли понять, что они получают оружие на своей базе, по совместительству просто в местном баре. Мужчинам предъявили обвинения в предполагаемом заговоре, оскорблении полицейских и хранении оружия для опасных целей. Речи о нелегальном оружии не идет, так как хорошо известно, что у многих мужчин в Альберте, особенно в сельской местности, есть достаточное количество легального оружия. Дело почти закончилось и не в пользу дальнобойщиков, когда выяснилось, что полицейская под прикрытием посылала сердечные смайлики одному из подсудимых. А флиртовать, оказывается, полицейским под прикрытием запрещено. Женщина в суде утверждала, что сердца посылала просто так, в знак одобрения. Но адвокат уверен, что мужчина был уже готов влюбиться или, может быть, даже жениться, и его сердце могло быть разбито. А разбивать сердца полицейским под прикрытием запрещено юридически. Так что суд продолжается. У нас пока все. Влюбляйтесь по-настоящему, флиртуйте в барах и парках, наслаждайтесь летом и смотрите и читайте наши смешные новости. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube и на Телеграме. Ссылки в описании. Другого глобуса все равно нет.